Всем привет! В этом видео хочу с вами поделиться, как я вязала вот такого милого мишку. Я случайно нашла бесплатный мастер-класс на Pinterest, автор его Анастасия Юн. Немножко я изменила какие-то детальки в оформлении, но в целом все связано, как было указано в схеме. Поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной, будем вязать. Ссылку на мастер-класс я оставлю в описании. Для вязания нам понадобится полтора мотка плюшевой пряжи. Сейчас я буду вязать вот в таком цвете. Небольшой кусочек светлой пряжи, чтобы связать мордочку. Немножко темной ниточки. Я использую малине. Мне она больше нравится, чем Ярнард джинс, которая она прям грубовато смотрится. И хлопковую любую ниточку для утяжки глазок и мордочки. Крючок я использую 4,5 мм. Можно взять, в принципе, 4. Глазки на безопасном креплении. Я сюда попробовала 12 миллиметров. Мне прям по размеру очень понравилось. И иголочки я использую 3 разных, но достаточно будет одной. Я беру разные, потому что какое-то пришиваю детальки, а какой-то оформляю мордочку. Еще можно использовать несколько булавок, чтобы отмечать расстояние, где пришивать ушки. Обязательно ножницы. И маркеры, чтобы отмечать начало ряда. Можно прицепной обычный, либо вот такой круглый, мне он больше нравится. И я использую вот такое ведерко для обрезков. Так, давайте начнем вязание с нижних лапок. Первый ряд нам нужно сделать 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Во втором ряду делаем 6 прибавок подряд. Для этого нам нужно в одну петлю провязать 2 столбика без накида. И так по кругу. У нас должно в итоге получиться 12 петель. В третьем ряду провязываем 1 столбик без накида, прибавка. И так по кругу 6 раз. В итоге у нас должно получиться 18 петель. Четвертый ряд мы провязываем следующим образом. 1 столбик без накида, прибавка. Далее вяжем 2 столбика без накида, прибавка. И так 5 раз. В конце у нас остается одна петелька, туда провязываем просто столбик без накида. В итоге у нас с вами получается после этого ряда 24 петельки. Пятый ряд провязываем 3 столбика без накида, прибавка, и так 6 раз. Шестой и седьмой ряд провязываем по кругу 30 столбиков без накида. Получается 2 ряда без изменений. Я провязала 2 ряда, вот так у нас сейчас выглядит ножка. Теперь у нас с вами начнутся убавки. Итак, 8 ряд мы будем провязывать следующим образом. 9 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 6 убавок подряд. Начнем за переднюю стеночку. Раз, два, три, четыре,
5 и шестая. И дальше вяжем снова 9 столбиков без накида до конца ряда. В девятом ряду провязываем 7 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И теперь подряд будем вязать 5 убавок за переднюю стенку. Раз, два, три, 4. Здесь уже посложнее немножко вязать. Надеюсь, вот эта утяжка нормально мне получится. Кажется, как будто расстояние между петельками есть. И 5. Ну, вроде бы нормально. Посмотрим дальше в следующем ряду, будет видно, как это будет смотреться. Так, и у нас остается опять 7 столбиков без накида до конца ряда. Вот так у нас сейчас выглядит ножка. У нас остался один ряд с убавками. Получается, в 10 ряду мы вяжем 6 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6. Дальше провязываем 3 убавки. Раз, два, и сейчас третью. Здесь я стараюсь не спешить, чтобы не было промежутков между убавками. Так. И теперь нам нужно провязать не 6, а 7 столбиков без накида до конца ряда. Все, у нас закончились ряды с убавками. Вот такая ножка получается. В мастер-классе написано, что сейчас нужно делать наполнение, но мне так неудобно. Я сначала провяжу дополнительные ряды вверх, а потом буду наполнять. Сейчас вообще там нужно нам провязать с 11 по 14 ряд 16 столбиков без накида. Это получается 4 ряда. Так, все, я провязала 4 ряда. И теперь я буду набивать вот эту нижнюю часть лапки. Немножко вытаскиваю нитку, чтобы она не уползла, пока буду набивать. Кстати, я вначале забыла вам сказать, что еще нужен наполнитель. Там он на видео есть, в углу лежит, но я забыла. Надеюсь, вы догадались, что он тоже нужен. Так, и набиваю лапку я средней плотности. Вообще, смотрите, как вам больше нравится. Сейчас я набью только нижнюю часть. Я потихоньку добавляю наполнитель и смотрю, вот как мне больше визуально она будет нравиться. На таком этапе я останавливаюсь. Так, и еще в 15 ряду сейчас нам нужно будет одну небольшую убавку провязать. И следующим образом 6 столбиков без накида, убавка. И так 2 раза. И 16-17 ряд нам нужно по кругу провязать 14 столбиков без накида,
Получается 2 ряда без изменений. В конце еще провязываем 2 дополнительных столбика без накида, чтобы вязание закончилось на середине ножки. На этот момент вы посмотрите по своему вязанию, если вы и так окажетесь посерединке, можно не добавлять. Теперь заполняем ножку до конца. Я добавляю еще немного наполнителя, где-то примерно оставляя 3 ряда. Вы тоже смотрите по вашему вязанию, как вам больше понравится. Мне вот почему-то захотелось оставить вот именно 3, мне кажется, самое такое оптимальное расстояние. И теперь нам нужно связать 2 детальки вместе. Я это делаю вот так. Сначала поднимаю столбик из соседней петельки и потом уже между собой провязываю оставшиеся столбики. У нас с вами должно получиться при связывании 7 столбиков без накида. Так вот в таком виде у нас получается ножка. Сейчас мы будем отрезать нитку и прятать ее внутри. Поэтому хвостик отрезаем небольшой. Сначала подтягиваю ее крючком, чтобы закрепить. И теперь вставляю в иголочку. Так, наверное, возьму, которая побольше ушком. И просто продеваю ее внутрь ножки 2 раза. Мне кажется, этого достаточно, потому что я как-то пробовала ее вытащить назад, хотела распустить детали, это вообще невозможно сделать. Вот так вот притягиваю в обратную сторону. Я стараюсь аккуратно протягивать нитку, чтобы она не облазила, иначе будут зазорчики. Будет некрасиво, она вся облетает. И вот еще сюда. И здесь я тоже подтягиваю прям чуть-чуть. Если чуть сильнее я ее утягиваю, она, получается, проваливается. Когда начинаешь ее доставать и выравнивать с обратной стороны, то смотрится некрасиво. И здесь вот аккуратно просто кончик выщипываю. И все, ничего не видно. Так, я связала уже вторую ножку. Вот такие плюшевые малышки у нас получаются. Сейчас хочу сравнить с ножкой от первого мишки. Так, по высоте они абсолютно одинаковые, немножко отличается сама стопа, потому что темная нитка, она поплотнее, и сама ножка чуть прям плотнее. Теперь мы с вами переходим к вязанию ручек. Вязание ручек у нас начинается также. Сначала набираем 6 столбиков без накидов, кольцо амигуруми. Итак, второй ряд также делаем 6 прибавок по 2 столбика без накида в одну петельку. Здесь, в принципе, все детали очень похожи по схеме вязания. В третьем ряду мы провязываем 2 столбика без накида, прибавка, и так 4 раза до конца ряда. Четвертый и пятый ряд, 16 столбиков без накида по кругу без изменений. Получается 2 ряда провязываем одинаково. Так, вот так у нас уже выглядит ручка. Сейчас начнем вязать убавки. В шестом ряду мы провязываем 5 столбиков без накида. Теперь провязываем 3 убавки подряд. Раз, два, три. И теперь опять до конца ряда 5 столбиков без накида.
Вешаем маркер, и в 7 ряду мы провязываем по кругу просто 13 столбиков без накида. 8 ряд провязываем 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4. Снова 3 убавки подряд у нас будет. Раз, два, три. И теперь провязываем 3 столбика без накида до конца ряда. Раз, два, третий. Вешаем маркер. Дальше по схеме нам нужно наполнить лапку и провязать 7 рядов по 10 столбиков без накида. Но я делаю немножко по-другому. Я сначала провязываю 4 ряда столбиками без накида. Вот так это выглядит. И теперь немножко набью нижнюю часть. Мне почему-то так удобнее делать, чем когда на начальном этапе набивать и потом провязывать. Прям тоже совсем чуть-чуть. И уже после того, как я сейчас набью, я провяжу оставшиеся 3 ряда. Мне так удобно, вы делаете, как будет удобно вам. Сразу или в конце вообще набить. Вот я провязала оставшиеся 3 ряда. Теперь мы также делаем дополнительно 2 столбика без накида. Здесь вы тоже смотрите, если вы так оказались по вязанию на середине лапки, то их провязывать не нужно. Теперь я наполняю ручку до конца, оставляя также пустыми примерно 3 ряда. Мне так тоже понравилось, что на ножках, что на ручках очень хорошо смотрится привязывание. Все, и теперь мы будем закрывать ручку, провязывая также соединительные столбики, как и в ножке. Здесь у нас с вами должно получиться 5 столбиков без накида после соединения. И в конце также мы отрезаем небольшую ниточку, чтобы спрятать ее в ручке, вдеваем в иголочку и по той же схеме сначала вытаскиваем ниточку, закрепляем, вставляем в иголочку и по той же схеме, как и в ножке, прячем ее 2 раза. Вот такая ручка у нас с вами получилась, и по аналогии вяжем вторую. Так, у меня готовы верхние ручки или лапки. Сейчас нам с вами останется связать только ушки и мордочку. Они у меня уже готовы, потому что я пыталась записывать видео для шортс, но сейчас с вами по одной детальке еще свяжу. Вязание ушек начинается аналогично. Вяжем 6 столбиков без накида, кольцо амигуруми. И во втором ряду делаем 6 прибавок. Третий ряд вяжем 1 столбик без накида, прибавка и так 6 раз до конца ряда. Четвертый и пятый ряд вяжем 18 столбиков без накида, без изменений. У нас получается 2 ряда по 18 столбиков без накида. Ну и все, в целом у нас с вами ушко готово. Я немножко отрезаю ниточку, чтобы она не мешалась. И нам нужно по той же схеме закрыть ушко, провязывая вместе столбики без накида. Только в конце мы с вами отрезаем ниточку подлиннее, потому что мы ушки будем пришивать. Просто в конце ее аккуратно закрепляем и вытягиваем. Вот так подтянули. Все, вот такое милое ушко у нас получилось. И вот свяжем вот такую мордочку, она тоже небольшая, там всего 4 ряда. Для этого нам нужно набрать 5 воздушных петель.
Раз, два, три, четыре, пять. И во вторую петлю от крючка провязываем прибавку. Теперь вяжем 2 столбика без накида. Последнюю петельку провязываем 3 столбика без накида. Получается в одну петлю 3 столбика без накида. Нижнюю ниточку можно ввязывать сразу. И получается в обратном направлении вяжем 3 столбика без накида. Так у нас с вами получается первый ряд. Здесь у меня вышло солнышко, надеюсь, будет видно. Отсчитываем, что у нас должно получиться 10 петелек и вешаем маркер. Я вешаю в последнюю петлю. Второй ряд у нас начинается с 2 прибавок. Раз, два, дальше у нас получается 2 столбика без накида. И теперь будет 3 прибавки подряд. Раз, вторая и третья прибавка. У нас с вами остается 2 столбика без накида. Раз, два. И в последнюю петельку вяжем еще одну прибавку. Так, в третьем ряду мы провязываем 1 столбик без накида, прибавка и еще раз 1 столбик без накида и прибавка. Дальше 2 столбика без накида и снова вяжем 1 столбик без накида, прибавка, и так 3 раза. Теперь второй раз 1 столбик без накида, прибавка, и третий раз 1 столбик без накида, прибавка. И остается у нас 3 столбика без накида. И в последнюю петельку мы провязываем еще одну прибавку. И в четвертом ряду мы вяжем по кругу 22 столбика без накида, без изменений. Так, вот такая мордочка у нас с вами получилась. Здесь ниточку отрезайте подлиннее. Я буду не очень длинно резать, потому что она мне не понадобится. А вам нужно оставить нитку для пришивания. В конце провязываем соединительный столбик и закрепляем. Смотрите, я немножко быстрее вывела нитку, и сразу появились вот такие ошметочки. Смотрите, видите, этот я вязала обычной вязкой и не прижимала. А когда я провязывала вот так вот мордочку, когда крючком нитку захватывала сверху, а не снизу, получается вот так вот раз, то она получается более плотная и ровная. Ну все, у нас с вами все детальки готовы. Теперь мы будем переходить к вязанию основной части игрушки, но это я уже буду делать в следующем видео, потому что иначе будет очень-очень длинное.